Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влогах канала «Новый день». Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Оксаны во влогах, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И да, лайки ставьте активнее. Говорят, лайки продвигают видео. Ну а мы переходим к влогам канала «Новый день». Юра пришел из Ашана. И Оксана, о чудо, составила ему список покупок. Представляете? Вот я думаю, они скинулись или как, или Юра сам купил. Непонятно это. Или Оксана только выделила деньги на то, что вот она ему написала в списке, а Юра это купил больше, чем Оксана написала. Просто загадка какая-то. Неужели Юра расщедрился и купил сам по своей инициативе за свои собственные деньги что-то? С трудом в это верю, но возможно все. Как Юра сказал, я проявил фантазию. И купил что-то вкусное к чаю. Вот. И не только к чаю. В общем, купил он красное помело. Но он почему-то обозначил это как красное помело. Ну вот метла, веник, помело. Это все туда. Но почему же каждый раз, когда покупают они помело, называют то Юра, то Оксана? С завидным упрямством помело помело они называют. Ну, непонятнее этих людей. Апельсины Юра купил. Интересно, кто будет сок выжимать? Ведь Юра говорит, каждое утро мы пьем апельсиновый сок. И Оксана говорит, да, конечно, каждое утро пьем апельсиновый сок. Кто будет выжимать каждое утро? Не знаю я. Наверное, все-таки Оксана. Бедная, представляете, проснулась утром, выжила сок и бегом в машину. Ну, наверное, так у нее утро и проходит. Ну и, кстати говоря, апельсиновый сок с утра пить так себе, конечно, идея. На голодный желудок сок цитрусовых – это не очень хорошо, конечно. Шоколад купил Юра для Оксаны. Шоколадку одну. Помнится мне в прошлый раз, когда Юра покупал шоколадку, он же ее благополучно и съел. А тут прям вот сказал, это для Оксаны, мол, Оксана, это тебе. Ну, конечно, нам не показали, кто в итоге ел эту самую шоколадку, но будем надеяться, что на самом деле Оксане хоть кусочек той шоколадки перепал. Купил Юра соус, какой-то хлеб, сливочное масло, сметанку. Вот. И Юра, Оксана говорит, готовил вкусное блюдо, какое именно она не сказала. А масло вот закончилось, поэтому Юра вспомнил о том, что масла нет, и купил масло. Ну что, это, конечно, похвально, да, вот так по-хозяйски, молодец. Купил Юра еще виноград, опять же, непонятно, кто его будет есть. То ли он для себя любимого купил, то ли для Оксаны, то ли для них двоих. Там не понять. Тоже нам не показали, кто в итоге ел, но будем надеяться, что и одному, и другому достался тот виноград. И вот Юра сетует, говорит, вот раньше на 500 рублей целую корзину можно было купить целую тележку. Так вот она была переполнена, что аж колеса расходились в стороны. Ломилась эта самая тележка. А теперь, мол, 200 заплатил и ничего в итоге не купил. Ну вот он обозначил, насколько Оксана ему дорога. И, конечно же, все не так, все не то, все вечно не так у Юры, он вечно жалуется. Теперь вот вы знаете, внезапно обнаружилась новая причина недовольства Юры. Нет места для машины, представляете? Вот, и его, я имею в виду постоянного места, где было написано, это место Юры, сюда машину не ставить. Ну и так далее. Такого нет. Просто он когда-то давным-давно стал ставить свою машину на одно определенное место. Ну, как-то вот местные уже знают, да, это. И не ставит свою машину на место Юры. А тут он даже расчистил это место от снега. И что в итоге? В итоге кто-то поставил свою машину на место Юры. И вот очень Юра остался недоволен этим. Как они могли, да, и так далее. Но понятное дело, если это общий двор, то и место для всех общее. И кто угодно может куда угодно парковать свою машину. Если Юра так сильно хочет, чтобы это было только его место, наверное, надо его купить. Ну, такая практика есть, по крайней мере, ну вот в Германии есть. Покупается квартира вместе с местом для парковки автомобиля, если нет гаража. Ну, конечно, есть квартиры без этого дела, да, тоже, где придется там человек и ставить машину. Но в большинстве своем, конечно, стараются покупать квартиры так, чтобы было место для того, чтобы можно было припарковать свою машину. Чтобы это было четко место этого самого хозяина, этой самой квартиры и машины. Чтобы никто туда не имел права поставить свою машину. Это место или маркируется особым образом, или просто все знают, что сюда машину ставить нельзя. Это частная территория. Ну, как-то так. То есть, хочешь, чтобы это было твоим, извините, за это надо заплатить. Это надо надлежащим образом оформить
в соответствующей организации, и тогда, да, можно предъявлять претензии. Вот какой он плохой, он припарковался на мое место. А так, извините, это общее место, общий двор, поэтому я не понимаю претензий. Но, конечно, обидно, да, что вот расчистил, а кто-то воспользовался этим делом. Ну, а Юра тем временем говорит, я расстелил постель. Оксана счастлива, говорит, ой, как здорово, мол, я тогда помою виноград. Вот такое вот разделение труда у них. И что вы думаете? Юра, после того, как расстелил постель, надеюсь, что он хотя бы попробовал тот виноград мытый, взял и ушел, оделся в рабочую свою форму, в свою униформу, в робу, во что он там оделся, в комбинезон, и ушел в неизвестном направлении. Ну, я так думаю, что какой-то вызов был срочный, и вот пришлось ехать на работу. Нас ждут великие дела, заявил Юра. Вот так. И оставил он Оксану одну-одинешеньку. Но мне кажется, что Юра уехал ненадолго. Ну и следующий влог – распаковка. Распаковка пылесоса и посылки, которую, как Оксана утверждает, ей кто-то там прислал из Таиланда. Ну, к ним мы вернемся чуть позже. Сначала была распаковка пылесоса. Этот пылесос назывался Red Key. Но, тем не менее, Оксана почему-то упорно называет Red Key. Ну, пусть будет Red Key, подумала я. Может быть, так производитель попросил называть. Все может быть. Но это были только цветочки, ягодки были впереди. Пришел Юра, стал распаковывать пылесос, доставать его из коробки. Говорит, я был на стадионе, побегал. Ну, молодец какой Юра, умница. Вот Юра, почему-то я верю в то, что он бегает, действительно. А Лена, ну, как Лена, ходит по стадиону в лучшем случае. Кстати говоря, давненько что-то Лена не говорила о том, что она пошла ходить или пошла бегать. Ну, как-то так. Вот, прогрел Юра машину и готов к этой самой распаковке. Все сделал. Молодец, Юра. Оксана говорит, вот он побрился и прическу сделал. Думаю, ну какая там прическа? Юра как был заросшим, таким он и остался. Он, наверное, расчесался. И то вперед. Рассказывает Оксана нам о тонкостях включения пылесоса и заявляет. Говорит, шнур должен заряжаться в розетку. Думаю, а это как? Шнур в розетку должен заряжаться. Так она похлеще Лены. Лена там просто отдыхает. Как Оксана разговаривает, как ее люди понимают, вообще не знаю. И тут же Оксана заявляет, у них, мол, что не пылесос, так один лучше другого. Думаю, нормально так Оксана поступила, да? А что скажут производители другого пылесоса, который, кстати говоря, тоже на рекламу был прислан на обзор? Оксана об этом вообще не думает. Но чуть позже она скажет, конечно, что вот эти два пылесоса у них теперь есть, и каждый из них хорош по-своему. Они дополняют друг друга органично. Ну, если только так, конечно, да, можно выкрутиться. Но вообще, да, Оксана говорит и не думает, что она говорит. Сколько много крошек на диване, заявляет Оксана. Вот сколько много. Сама спросила, сколько крошек на диване, и ответила, много. И вот в одной фразе Оксана умудрилась и вопрос задать, и тут же на него ответить. Вообще такое вот словосочетание «сколько много» я не слышала от взрослых людей. От детей детсадовского возраста, возможно, еще, наверное, такое услышать. Может быть, начальная школа, да и то. 1-2 класс максимум. Обычно и в школе уже так не говорят. Но, видите, Оксана, видимо, в школе не училась. Почему бы не сказать, сколько крошек на диване, да? Нет, сколько много. Ну, Оксана, видимо, и книги не читает под стать своей сестричке. Так что удивляться, я так думаю, особо-то и нечему. А жаль. Считаю, вот полжизни за плечами, да, ну, большая половина жизни уже прожита. И так вот говорить безграмотно, я так думаю, что уже и не научится Оксана говорить нормально. И не успела я прийти в себя от выражения «сколько много крошек на диване», как меня стала радовать Юра. Думаю, о, так они нашли друг друга. Оксана говорит, надо что-то там, какую-то емкость сполоснуть. А Юра говорит, я уже сполоскнул. Что, думаю, Юра, ты сделал? Сполоскнул? Ну да, Юра, вот от тебя я такого не ожидала. Тут, к моему удивлению, Оксана оказалась лучше Юры в этом отношении, да? Это сказала сполоснул, это сполоскнул. Надо, конечно, показать, насколько хорош пылесос. Он и стекла моет, он и окна моет, он и моет пол, и пылесосит, и мягкую мебель моет. В общем, идеален во всех отношениях, да.
И, конечно же, в труднодоступных местах этот пылесос тоже убирает всю грязь, пыль и прочее. Открывают они, точнее, закрывают двери. За дверью у них хула-хуп, ну или обруч. Но Оксана говорит, это круг мой. Оксана, ты знаешь, что такое круг? Что такое шар? Что такое обруч? Ну вот скажи мне, есть разница все-таки? Ну, я думаю, что все-таки есть. Этот спортивный снаряд называется или хула-хуп, или обруч. Но Оксана как-то вот иначе это все интерпретирует. Говорит, это мой круг или хала-хуп. Хала-хуп. Хала это вообще-то хлебобулочное изделие есть такое, да? Называется хала. А хала-хуп я не знаю, что такое. Хула-хуп знаю, а хала-хуп не знаю. Ну, Юра рад, что ему уделяют столько внимания, и он с этим пылесосом чуть не пляшет уже. Он и ковры все пропылесосил, он и пол пропылесосил в коридоре, он все пропылесосил. И Оксана молоко разлила, показала, насколько хорош пылесос. Он может все убрать абсолютно без следа. Счастлива просто Оксана. Юра тоже счастлив, что он в центре внимания, что все на него смотрят, все им восхищаются, какой он молодец. Ну, что сказать. Нравится ему это дело. Видно, Юре тоже внимания мало кто уделяет. И Юра, кстати, в этом отношении хотя бы должен ценить Оксану, что именно благодаря Оксане знают, в принципе, о существовании Юры и знают достаточно большое количество людей. И любят смотреть влоги очень те, в которых Юра появляется. Он все-таки еще более забавный, чем Оксана. Меняет Юра фильтры какие-то, и, как Оксана говорит, в дырочку вода заливается. Ну, почему не сказать в отверстие? Нет, в дырочку. И показывают на, как в дырочку Юра ловко заливает воду. Говорит Оксана, мол, мы тут специально не убирались. Говорю, куда вы не убирались? Вы из дому не убирались? Вас кто-то выгоняет из дому или как? Но, видите, это к вопросу о том, как Оксана безграмотно все-таки разговаривает. И Оксана говорит, мы, мол, специально ели на диване с тем, чтобы тут как можно больше крошек оказалось. А Юра на нее смотрит, говорит, да нет, как-то в процессе жизнедеятельности само собой так получается. То есть есть на диване, для них это в порядке вещей. Ну так получается. Причем есть какие-то бутерброды, не просто какие-то фрукты, овощи, да, ягоды, я не знаю. Нет, бутерброды, хлеб, ну и так далее. Что-то такое более-менее серьезное. Но немного странно это. Есть кухня, в конце концов. Почему на кухне такое вот не поесть, чтобы не крышить по всему дому? Но видите, видимо, все-таки нет. Комментирует Оксана. Юра ловким движением руки, что-то он там сделал, да, то ли контейнеры установил на место, то ли еще что-то с этим пылесосом. Почему же ловким движением, легким движением руки? Оксана снова слышала звон, не знает, где он. Помните, легким движением руки брюки превращаются и так далее. Ну а тут ловким движением руки. И Оксана счастлива, что теперь вся квартира будет блестеть. Ура! Распаковывает потом Оксана посылку из Таиланда. Эта посылка несколько месяцев, ну около полугода лежала нераспакованная. Это вот как вообще? Если Оксана знает, что человек прислал эту самую посылку, то, конечно, этому человеку, этому зрителю, я не знаю, кто там прислал, будет очень приятно, если Оксана как можно быстрее ее распакует, и покажет, и расскажет. То, понятное дело, обычно так и происходит, да? Если я что-то отсылаю кому-то, то мне будет приятно посмотреть как можно быстрее на распаковку, на реакцию того человека, которому я это все прислала. Ну, понятное дело. Но нет, Оксана тут стала тянуть, так она долго тянула. Я не знаю, вообще такое ощущение складывается, что никто ничего не присылал. Что она сама это все заказала где-то в интернете. И прекрасно, кстати говоря, Оксана знала о содержимом этой самой посылки. Но об этом чуточку позже. И вот Оксана начинает показывать, что же там есть. Всякие масочки какие-то, сушеные бананы, личи, сушеные тоже по пакетикам все расфасовано. А Юра говорит, а дуриан тут есть? И Оксана, вы знаете, даже до конца не распаковав посылку, заявляет, нет, дуриана тут нет. То есть она прекрасно знает, что в этой самой посылке. Но это еще раз наводит на мысли, что никто ничего не присылал. И она никого не поблагодарила, никому не сказала спасибо, мне все понравилось и так далее, и так далее. Нет. То есть она сама себе это купила. И в прошлый раз, кстати говоря, какие-то кроссовки она себе то ли из Америки, то ли откуда заказала. И тоже так это все нам представила, как будто бы ей кто-то там подарил, кто-то там ей выслал.
Такое ощущение, что вот только Оксана есть на всем белом свете, и все Оксане как можно чаще пытаются выслать посылки из всех уголков земного шара. Ну почему не сказать, я это сама заказала. Да, вот мне это понравилось, я это выбрала на какой-то там интернет-площадке, да, торговой, и заказала себе. Нет, ей надо обязательно сказать, вот мне прислали. А кто я прислал, когда я прислал, неизвестно. Кстати говоря, тем более мне непонятно, почему Оксана так долго тянула с распаковкой. Все-таки какие-то там были конфетки, вот эти самые фрукты сушеные. Как-то вот непонятно. Неужели она не понимает, что у каждого продукта есть свой срок годности? Ну ладно, бог с ними, с теми масочками и что там еще было. Но фрукты, овощи сушеные, они тоже имеют свой срок годности, хоть они и сушеные. Но неужели Оксана этого не знает? Для чего она так долго тянула, не понять. Дает Оксана всякие пакетики Юре. Даже не столько дает, сколько Юра практически вырывает у нее из рук эти самые пакетики. И Оксана говорит, Юра ласковый, только с пылесосом. Ну вот, как-то так. Вот такие вот подробности выясняются про Юру. Следующее, что там Оксана нам презентовала, это была какая-то маска, что ли, которая называлась интересно, и в названии было слово butterfly, то есть бабочка, да. Ну, а Оксана, конечно, прочитала по-своему. Оксана, не забываем, она у нас лингвист, полиглот практически, и прочитала это как butterfly. Вот такой вот у нас Оксана лингвист, полиглот. Суп с креветками какой-то там был в пакетиках. И Оксана так не моргнув, говорит, это Андрею. Ну, нормально так. А Юра говорит, я люблю, и выхватывает у Оксаны. Ну, Оксана, так нельзя. Вообще-то Андрей, муж твоей сестры, не может быть ближе, чем твой, ну, будем так говорить, почти муж, да, мужчина, с которым ты живешь уже очень много лет. Почему все Андрею, непонятно мне. Вряд ли бы Лена, когда что-то распаковывала бы, да, подобную посылку, как бы, это Юре. Вряд ли. А Оксана, видите, как все хочет Лене угодить как-то. Хочет быть хорошей для всех. Ну, это не дело. Я понимаю, что Андрея там и рядом нет, но поведение Оксаны, конечно, за гранью. Было там какое-то средство для удаления пятен с одежды. И было слово «фабрик», а Оксана перевела как «фабричный». Мыло. Там clean fabric, что-то в этом плане. Уже не помню это название толком. Но Оксана фабрик перевела как фабрика. Вообще-то фабрика это factory. А фабрик это ткань. Но видите как. Говорит, фабричное мыло какое-то. Ну, Оксана тут еще переводчик. Еще прислали, ну, со слов Оксаны прислали. Я так думаю, что Оксана все это заказывала сама. Так вот, в этой посылке была еще какая-то пирамидка с жидкостью, с каким-то там ароматом. В общем, это освежитель воздуха для автомобиля. И Юра говорит, я хочу, Оксана мне говорит, я хочу, это мне в машину. Юра говорит, у тебя уже есть. И говорит, четкие у тебя там есть, вот эти самые христианские четкие. Вообще звучит очень оригинально, да? И я так понимаю, что эти четкие многофункциональные. Это и четкие, это и украшения на шею, это и что-то вместо крестика даже, возможно, да, Оксана и Лена, когда вот они были в монастырях, они ездили в тур такой, да, паломнический. Они говорили, вот это вместо крестика у нас вот на шее висит. Ну, а теперь выясняется, что это дело еще и пахнет. Вот это еще и ароматизатор воздуха в машине. Да, 3 в 1. В общем, эту самую пирамидку с жидкостью Юра отобрал у Оксаны и правильно сделал. Оксана продолжала, говорит, вот тут Ванька угостить, личи сушеные и бананы. Думаю, нормально так, Ванька угостить. Опять же, возвращаясь к вопросу о том, что бы сделала Лена. Ну, к примеру, у Оксаны был бы ребенок. Вряд ли бы Лена подумала бы про своего племянника со стороны Оксаны, да, и сказала бы, вот это вот ребенку Оксаны. Вряд ли бы. А Оксана, видите, все еще пытается как-то прогнуться и услужить. Это неправильно. Какие-то конфеты еще прислали. У них тоже, кстати говоря, есть срок годности. Да, в принципе, у всего есть срок годности. Даже у этого ароматизатора воздуха для автомобиля. Но Оксана почему-то не торопилась с распаковкой посылки. Так вот, эти самые конфетки. Юра набрал себе целую горсть и ушел куда-то на работу или куда он там пошел на заказ. Оксана заявляет, ему прям вслед кричит, смотри, еще и с собой конфет набрал. Представляете, какой ужас. Неужели ей жалко конфет? Неужели ей жалко этого ароматизатора в автомобиле, который, кстати говоря, Оксана называет вонючкой, ни больше, ни меньше.
Я не понимаю Оксану, для чего она так себя ведет с Юрой? Попробовала бы она так себя вести с Леной? С любимой сестричкой? Или с Ваней? С любимым племянником? Я так думаю, что это сразу 2 раза было бы такое поведение в жизни Оксаны. Первый раз и последний раз она так себя вела бы по отношению к Лене и Ване. Тебе и дали сразу понять, где ее место. А Юра что? Юра терпит, Юра молчит. Почему? Тоже непонятно. Ну, вот такая вот Оксана, вот такой вот Юра. Возможно, они и нашли друг друга. Возможно, им действительно вместе хорошо. Кто его знает? Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала «Новый день». Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!